Ребята, и снова всем привет! Сегодня мы поговорим о грунтах. Какой грунт куда наносить? Вы меня постоянно спрашиваете. Кто у тебя спрашивает? Кто тебя спрашивает, кто тебе пишет? Что ты рассказываешь такую херню, типа кто тебя... Короче, раз и навсегда мы разберемся, для чего кислотник, для чего грунт-наполнитель, для чего акриловый, для чего эпоксидный. Очень часто задаете вопрос, какой лучше. Каждый грунт по-своему хорош. И сегодня мы разберемся, что к чему. Погнали! Ну и для начала давайте же разберемся, что же случилось с этой машиной. В этой машине по низу пошли жуки. Эту тачку делал мой знакомый. Я сам лично видел, что этот автомобиль он зачищал полностью до металла. То есть делал он максимально правильно. Правильно все он наносил по кислотнику, по следующим грунтам. Но проблема была в чем? Что низ двери он не прогрунтовал и не прокрасил. И точно так же не нанес сюда нормально лак. Таким образом металл он не защитил. Вовнутрь он ничего не нанес и не обработал дверь. Следовательно, ржавчина шла как изнутри, так и снаружи. Поэтому сейчас мы это все вычистим и сделаем все это по уму. Потому что его ржавчина появилась уже через 2 месяца. Нифига тяжело. И знаете, какая была роковая ошибка предыдущего специалиста, кто делал эти двери? Почему они по низу и заржавели? Да потому что он просто поленился их снять. Потому что снизу подкрасить, не снимая двери, именно саму эту кромочку, очень сложно. Итак, ребят, давайте сделаем быстрый экскурс, на что и как правильно наносить грунты, чтобы у вас ничего не подорвало и все было четко и правильно. Значит, смотрите, на голый металл мы наносим на наждачку 150-180. Грунты. Кислотник, это первый вариант. Кислотный грунт один слой. И после подсыхания наносим акриловый. Кислотник мотовать не нужно, потому что мы его, получится, спилим, и эту защитную пленку мы уберем. Это делается при условии того, что деталь шпатлеваться не будет. Потому что когда вы будете потом наверх шпатлевать, вы все это спилите и все грунты вскроете. Так делать не нужно. Потому что потом будет неудобно все это подгрунтовывать отдельно кислотником, а потом отдельно. Просто будет очень неудобно. Второй вариант. Вы наносите на 150 либо 180 наждачку грунт эпоксидный. 2 слоя. Межслойная сушка смотреть в ТДС-ке, либо на банке. На банке указано. Но в среднем это где-то в районе 15-20 минут. Смотрите, чтобы грунт помотовел, и можно наносить следующий слой. Наносим грунт на шпатлевку. 320-400 наждачка. Значит, смотрите, тут очень важно, чтобы вы 150-180 наждачку перебили 240, а потом хорошенечко перебили 320 либо 400. После чего уже наносим грунт. Первый вариант это эпоксидный грунт. Через час наносим акриловый грунт, либо грунт наполнительный. Второй вариант это акриловый, либо наполнительный грунт. 2 слоя. Межслойная сушка 10-15 минут. Вот акриловый, либо наполнительный грунт можно наносить в случае тогда, когда у вас металл защищен. А защищен он вот этим вот вариантом, эпоксидным грунтом. Наверх вы, к примеру, пошпаклевались, и вы нигде не протерли эпоксидный грунт.
То есть эпоксидный грунт вам дал максимальную защиту. Тогда вы можете нанести либо наполнительный грунт, либо акриловый грунт. Часто спрашиваете, что нанести, либо кислотник, либо преобразователь. Либо можно нанести на кислотник преобразователь, либо на преобразователь кислотник. Значит, смотрите, если вы на металл уже нанесли, к примеру, преобразователь, то, к примеру, если вы вюртовский нанесли, на него уже кислотник наносить не нужно. Если же вы нанесли, к примеру, цинкарь, потом его погасили содой, то тогда можно нанести кислотник. Тогда будет нормально. Но если на вюрт наносить, это получится масло масляное, это не надо. В моем случае я сейчас буду использовать вюрт, а наверх буду использовать эпоксидник. А потом, возможно, наполнитель, но это не точно. На эпоксидник можно сразу красить, его не обязательно чем-то перекрывать. В моем случае я его перекрываю либо наполнителем, либо акрилом, потому что эпоксидник сложно трется, он сложно обрабатывается. Поэтому я накидываю слой какого-то более простого грунта и его подравниваю, подпиливаю. Пленка эпоксида остается целая, все рады, все довольны. Да, ребят, вы сразу спросите, а почему ты ничего не сказал про баллончики? Но давайте разберемся. Любой грунт, он всегда должен состоять из двух компонентов. Это его, грубо говоря, наполняющая часть и его отвердитель. В баллончиках, как правило, нету отвердителя. И поэтому грунт не является каким-то надежным, понимаете? Во-вторых, у него тонкий слой из грунта. А те, кто продают именно грунт в баллончиках, это скорее не для того, чтобы сделать что-то хорошо, а для того, чтобы свой материал какой-то быстрее продать. Потому что профессионалов на рынке не так много, насколько много именно обычных людей, кто хочет сделать свой автомобиль. И поэтому никто не нацелен, чтобы в баллончиках был грунт хороший, потому что баллончиками профессионалы не работают. А если эту машину делает не профессионал, то производителю пофигу, что в этом баллончике. С 180-й наждачкой выравниваем старое лакокрасочное покрытие. Это мы делаем специально для того, чтобы в дальнейшем, когда наши лакокрасочные материалы будут давать усадку, усадка прошла равномерно. После 180-й используем 240-ю и 320-ю наждачку. Далее обезжириваем поверхность. Я обезжириваю Нефраз C2. Напоминаю,
обезжиривать растворителями не стоит. Следующий этап – это нанесение преобразователя. Этот преобразователь не нужно гасить, на него сразу наверх можно грунтовать. Конечно, вместо него можно было использовать и кислотный грунт, так как все-таки остались мелкие очаги коррозии, а кислотный грунт помогает их нейтрализовать. Но в моем случае лучше использовать этот преобразователь, а после мы нанесем эпоксидный грунт. Этот грунт создает защитную пленку от воздействия окружающей среды. И ржавчина на этом месте нас долго не побеспокоит. Для того, чтобы защита металла была максимальная, грунт необходимо наносить в глянец. Как только первый слой эпоксида замотовел, наносим второй слой. Ну и следующее, чем мы займемся, это нанесем кузовной герметик на стык двух металлов. Я не претендую на качество завода. Для меня куда важнее хорошенечко загерметизировать этот шов. Смешиваем грунт-наполнитель и наносим на лицевую часть двери. Внутренняя часть двери меня не интересует. У меня грунт-наполнитель используется исключительно для того, чтобы выровнять поверхность. И когда я буду его выравнивать наждачной бумагой, защитный слой эпоксида остался целый. Грунт зачищаем 500 наждачкой. Единственное, я не заснял, как я чуть-чуть подшпатлевал универсальной шпатлевкой небольшие раковинки на грунте. Все тщательно обезжириваем и наносим эпоксидный грунт с баллончика в те места, что я подшпатлевал ранее.
После нанесения последнего слоя лака я всегда стараюсь расклеиться сразу, чтобы потом, когда краска высохнет, не наделать беды. Ну что ж, ребят, прежде чем показать вам конечный уже собранный результат, давайте подрезюмируем под грунтам. Но прежде хочу похвастаться своей покупкой. Купил тачку, кто знает, что за машина, пишите в комментариях. В следующих видео мы на ней выйдем на природу, протестируем ее на бездорожье, сделаю тест-драйв, расскажу, покажу, что как стоит. Тачка на самом деле очень и очень веселая. Итак, грунты. Значит, смотрите, реактивный грунт, кислотный, он же кислотный грунт, это тот грунт, в котором содержится кислота. Кислота это разъедает металл и вгрызается в него зубами. Он повышает адгезию для следующего грунта. Но при этом якобы заявляет, что он нейтрализует ржавчину. Я в этом очень сомневаюсь, но пускай. Ладно. На этот кислотный грунт нельзя шпатлевать. Шпатлевка с ним как-то взаимодействует и отваливается. Также шпатлевать нельзя на грунты однокомпонентные, в баллончиках, там, в банках, неважно. Акриловый грунт достаточно хороший, создает хорошую защитную пленку, но не такую прочную, как эпоксидный грунт. Акриловый грунт, то же самое, как и акриловая краска и акриловый лак, он защищает от влаги, но он не очень прочный. Он легко зачищается, легко выравнивается, легко чистится. Эпоксидный грунт наносится как на металлы, также можно наносить и на шпатлевку. Обладает очень прочной, наверное, самой прочной из всех грунтов защитной пленкой, сложно обрабатывается, защищает от влаги металл. Наполнительный грунт, в моем понимании, это просто грунт, который дает просто наполняющий слой. Он ничего не защищает, он просто якобы выравнивает поверхность, какую-то вашу риску недотертую или какую-то шпатлевку. Но опять же, ему надо немножко дать времени, чтобы он подпросел, а потом уже его счищать и выравнивать наждачкой, чтобы он все заполнил. Так что, ребят, как-то так. Вы все знаете, что чмопель, если загнать в тихий лес, то можно услышать, как он ржавеет. И вот сейчас мы это проверим. Только не в лесу, а в моем гараже. Благо там очень и очень тихо. Погнали. Ребят, совсем замотался. В следующем видео мы сделаем ремонт автомобиля с помощью вермишели. Ну и понятное дело, потом все это взорвем. Кстати, еще один немаловажный момент. У человека здесь стоит брызговик на переднем крыле. И вот здесь вот протирает ему отверстие. И здесь краска постоянно голая, и здесь все ржавеет. Поэтому я наклеил сюда наклеечку бронепленочки. Теперь ничего протирать не будет.
Ой.